Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Что ж такое проклятый кондиционер, блядь? Там ступенечка, аккуратно. Так, на Клинский, да, здрасте. Да, абсолютно верно. Пристегнетесь? Да. Неплохая машина у вас. Спасибо. А давно в такси работаете? Да, 4-й год, 7 лет. Достаточно много. Да, это уже... А часто надоедают клиенты? Да, бывает. Понимаю. А не думали сменить сферу деятельности? А вы с какой целью интересуетесь? Я просто этим профессионально занимаюсь. Нахожу скрытые таланты. У каждого человека есть скрытый талант. Я его нахожу и развиваю. У нас 3 миллиона посетителей в месяц, примерно. У нас 3 миллиона посетителей. Да, так. это тоже. Скажи, как вы клиентов привлекаете? Я до сих пор не знаю точно, как это работает. После чего люди становятся более успешными. У меня уже большой опыт в этом. Серьезно? Да. А это типа про что вообще? Типа, что вы делаете-то конкретно? Не очень понял. Это как раскрываете? Вскрываете меня? Я именно психолог, который знает, что у каждого человека есть талант, есть предпочтения. Но знаете, есть же распределение на технарей и гуманитариев. Да, конечно. Вот. Это примерно то же самое, только более глубокая сфера. А вы прям специалист. Да, абсолютно верно. Ничего себе. Ну, круто. Прикольно. Ну, я, честно говоря, не знаю. Меня врасплох заставил. Вы вопрос какой-то задали, я что-то упустил просто. Не хотите ли вы сменить сферу? Или, Не может, хочу найти? ли я? Слушайте, вот это вопрос. Прям, знаете, прям вопрос. Я как все время считал и считаю, да, наверное, что есть у нас позывы у многих в момент какого-то эмоционального, я не знаю, там, всплеска, отчаяния, сдвига, все бросить и все резко поменять. И мы иногда забываем, что мы очень неплохо развиваемся в данной области в какой-то. И, соответственно, мы еще не все из нее, скажем, выкачали или забрали, да, то есть вот мы можем больше здесь сделать, и потом уже можно подумать о том, чтобы что-то поменять. Сейчас вот, я опять же об этом на самом деле не особо и не думал, но вот сейчас, если задуматься о том, все ли я, например, забрал из работы в такси, во-первых, и во-вторых, нравится ли мне этим заниматься, да, это что же такой важный момент, нравится, не нравится, или смогу я что-то большее сделать в такси, чем я сейчас сделал. Это вот прямо вопрос, на который я, наверное, сейчас не смогу ответить. Смогу я больше, не смогу. Вам, как специалисту, и карты в руки, чтобы выяснить, может человек или нет. Вот я сам для себя не могу ответить. Но вы уже работаете, сказали, 7 лет в такси. Да, с 17-го года. Может, все-таки стоит сменить сферу, потому что за 7 лет вряд ли что-то сильно поменялось у вас. Except the Oasis. Есть логика такая, да. Машина поменялась. Это считается, нет? Ну, тут больше спрашивается про профессиональное развитие. Я понимаю, о чем вы говорите. Не знаю. Так, и к чему вы это клоните? Я хочу предложить вам мою консультацию как профессионала. Вот оно в чем дело. Так. На первом курсе мы уже раскроем ваши скрытые таланты. Серьезно? Да. И дальше будем их развивать с последующими курсами. Ничего себе. Модное слово нынче, курс. Да. Да. Знаете, хорошо, как говорят иностранцы, how much is the fish? Почем удовольствие? Если это не секрет, конечно. Платить же придется, я так понимаю, что не благотворительность. Естественно, платить придется. Так. Обычно на рынке предлагают около 20 тысяч, но мои курсы стоят 15 тысяч. И они намного лучше, чем у других конкурентов. Вот оно в чем дело. Надо подумать. А сейчас, секунду. Вот, как раз по работе звонят. Алло.
же сказал, меня подождать надо. То, что я задержусь, но тут пробка. Развлеки их, не знаю, как-нибудь. Так они уже заплатили. Сейчас я подъеду. Тут пробка, что я сделаю? Сейчас подъеду. Извините, пожалуйста, там по работе немного. Я понял. Прикольно. У вас работа. Да, там клиенты тоже. Ну, как у вас, вы сами говорили, клиенты иногда раздражают. А вы психолог, да, по образованию? Да, я по образованию психолог. Я живу с мамой. А, вы живете с мамой? Нет! Вы сказали, что вы живете... Не надо так говорить, у меня отдельная комната! Понятно. Понятно. Так, мы уже подъезжаем потихонечку. У вас без ног, да? Да, без ног. Ну, если что, можно не спешить. Подождут. А, да? Да. Действительно. Подождут. Ладно, я не знаю, подумаю. Хорошо? Я думаю, Ну, если что, у вас мой номер есть. Ну, я, да, найду вас. Да, тогда. Все, Да. хорошо. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Так, срочно удаляем его номер из всех баз. И, соответственно, ну его нахуй, этого психолога, который даже не торопится к своим клиентам. Это просто какой-то. Чтоб я заплатил 15 тысяч, и он мне сказал, ну не мне, а своему там помощнику, что ну его нахуй, пускай сидит, ждет, тут пробка за 15 тысяч. Вот это прямо то, что мне нужно. Я вот думал, кому бы дать пятнашку, чтобы наорали меня. Видимо, этому психологу. Вот так люди, да, заканчивают курсы какие-то, хуй пойми какие, блядь. Потом также начинают продавать уже свои курсы, ни хера не понимая вообще ни в чем, приобретя 1-2 скилла, делать модное лицо и модную позу. Вот такой, спокойно разговаривать, и ты уже психолог, блядь. Ну, когда тебя вымораживают, ты уже не психолог. Друзья, кому нужен пи***тый специалист по распаковке личности? Готов вам дать ему пендаля, готов за вас, если хотите. Сейчас догоню. Он еле-еле ползет, просто еле-еле. Видно, поймал состояние богини. Вот, значит, настраивается на распаковку личности, чтобы объяснить человеку, какие у него таланты. А свой талант он уже понял давно. Талант разводить лохов на 15 тысяч рублей. Парни, за Петру распакую вашу личность, а красивые девушки, вас я распакую бесплатно. Прям очень быстро, я не негр, 2 минуты и распаковка будет завершена. Поэтому в личке, господи, в описании к ролику все личные координаты, ссылки, инстаграм и ВКонтакте, пишите, блин, если есть еще распаковывать, я с удовольствием. Настроение как раз кого-нибудь пораспаковывать сегодня. А вам, мужики, 5000. Вот так вот, да? Справедливость, гендерное неравенство, я все понимаю. Но я знаю слово гендерное неравенство, поэтому 6000 рублей с вас. Хуй так продешевил-то, я специалист. Я главное чувствую, как во мне растет поток. Вот, чувак бесплатно вскрыл меня, раскрыл мою личность. Я, оказывается, тоже специалист в этой области. О, как, блядь, оно произошло. Не тебе. А всего-то надо было со мной проехаться. Блядь, классный спец, смотри. Что-то пошаманил, поспрашивал. Хуй. И новый специалист. Все. На такси. Ждите меня на просторах психологии и всяких там распаковочек. И, девочки, оденьтесь поприличнее, потому что снимать все-таки надо будет. Приютом я с детства скитался, не имея родного угла. О, привет. Да что-то понять не могу. В какой-то парк вписался. Убогий. Такси соси. Ни деньги вывести нормально не могу, ни заработать ни хрена. Служба поддержки полная шляпа. Короче, считаю эти копейки, блядь, и плачу. Думаю,
какой бы парк перейти. Я проработал в многих таксопарках, но не мог найти идеальный. Выход нашелся. И я открыл свой собственный парк. Теперь у меня моментальные выплаты, отличная служба поддержки и невероятные заработки. Подключайся к таксопарку Такси Хайп, и все у тебя будет хорошо. Правда, девочки? Baby, you give me ice and fire. You're giving me